Здравы будьте! С вами снова Фантом. Серия «Волновая кинетика». Буду весьма благодарен, если вы, уважаемые зрители, поддержите канал, подписавшись на него, и, возможно, порекомендуете его своим знакомым. Сегодня мы поговорим об эффекте так называемой акустической левитации. Возьмем легкие пенопластовые шарики и заставим их висеть в воздухе. И вот, висят себе вполне материальные, хотя и легкие объекты, ни на что, видимо, и не опираясь. Вокруг только воздух и определенным образом созданные звуковые колебания в нем. И вот такие, казалось бы, простые действия создают условия для устранения силы гравитации. Безусловно, сила притяжения никуда не исчезает, она просто компенсируется. Однако не знаю, как у вас, уважаемые зрители, а у меня сразу возникли вопросы. Какая конкретно физическая сила позволяет компенсировать гравитацию в данном случае? Каковы причины возникновения данной силы? На что еще способна эта сила? Вопросов много. Давайте попробуем разобраться вместе. Для начала посмотрим, что мы можем найти в интернете. Ученые нам говорят, что это явление, когда материальные объекты с размерами меньшими, чем длина стоящей акустической волны, занимают устойчивое положение в зонах ее узлов. И вроде бы это как-то связано с зонами пониженного и повышенного давления воздуха. Как именно связано, правда не объясняется. Вот, собственно, и все, что мне удалось найти. Никаких иных или более детальных объяснений. Возникает резонный вопрос, а действительно ли физики так хорошо изучили детали этого давно известного эффекта, как они утверждают? С другой стороны, интернет полон почти сказочными историями про передвижение огромных каменных блоков и других массивных объектов с помощью звуков. Ходят легенды, что подобные технологии могли использоваться даже при строительстве египетских пирамид. А уж историю о строителе так называемого кораллового замка Эдди Линскаллене, думаю, знают почти все. На всякий случай я размещу ссылку на детальную информацию по этой теме в описании ролика. Для тех, кто все-таки оказался не в курсе, коротко напомню. Так называемый Коралловый замок построил иммигрант в США из Латвии Эдвард Линскалненш. Впоследствии он сменил имя на Эд Линскалнен. Самое интересное в этой истории – это что, по слухам, Эд построил огромное сооружение из каменных блоков, названное затем Коралловым замком, в одиночку, без использования строительной техники и каких-либо электрических инструментов. Многие исследователи признают, что при заявленных условиях метод строительства замка с точки зрения современной науки остается необъяснимым. И действительно, ведь до сих пор никто не может объяснить, как именно Линскалнену в одиночку удалось при строительстве перемещать многотонные каменные глыбы. Чего стоят только одни входные ворота, точка балансировки крепления которых выбрана с такой точностью, что многотонный каменный блок легко поворачивается на своей вертикальной оси от легкого усилия. Упомянутое выше строение вполне материально, его можно посетить и потрогать составляющие его огромные каменные блоки руками. Однако вернемся к теме нашего видео – акустическая левитация. Для того, чтобы посмотреть на данный эффект самому, пришлось немного потрудиться. Во-первых, нужно было собрать ультразвуковой генератор. Он выполнен сразу двухканальным. Генератор состоит из блока питания, плат управления шаговыми двигателями, которые используются в качестве усилителей, и, собственно, задающего генератора ультразвуковых колебаний на микроконтроллере STM32. Управление осуществляется с помощью энкодера, а для индикации используется небольшой OLED-индикатор с разрешением 128 на 64 точек. Вот так выглядит генератор без корпуса. А вот так он выглядит полностью собранным. На боковой панели расположены разъемы для подключения блока питания и двух ультразвуковых излучателей, а также цифровой индикатор для контроля потребляемого генератором тока. Программа, загруженная в микроконтроллер, позволяет устанавливать нужную частоту, а также плавно регулировать сдвиг фаз между колебаниями на выходах обоих каналов. Теперь у нас все готово к проведению опыта. Для эксперимента мы возьмем 40-ваттный излучатель, применяемый в ультразвуковых ваннах. К сожалению,
Без монтажа на стальную поверхность ванны, служащую теплоотводом, излучатель при работе сильно нагревается. Такой перегрев вызывает сдвиг резонансной частоты и ухудшает некоторые другие параметры излучателя. Посему пришлось повозиться и смонтировать его на теплоотводе. Поместим несколько капель воды на рабочую поверхность излучателя и включим генератор. Мы слышим характерный звук работы. Сами ультразвуковые колебания с частотой 40 тысяч Гц человеческое ухо, конечно, слышать не в состоянии. Но некоторые обертоны, возникающие при работе, попадают в область слышимых нами звуков. Мы видим, что под действием ультразвуковых вибраций поверхность воды меняет свою форму. Если мы прикоснемся к поверхности любым предметом, то услышим отчетливое шипение, как от раскаленной сковородки. Именно так работают излучатели в очистных ультразвуковых ваннах. Конечно, все вышесказанное давно и хорошо известно. Однако далеко не всем известно, что находящаяся в ультразвуковом поле вода проявляет некоторые весьма необычные физические свойства. Давайте посмотрим на один из характерных примеров. Возьмем обычный медицинский шприц. Уберем поршень и поместим шприц иглой вниз над ультразвуковой ванной так, чтобы кончик иглы был погружен в воду. Включим генератор ультразвука. Как видите, вода достаточно быстро начинает заполнять шприц, поднимаясь снизу вверх по достаточно тонкому каналу в игле, преодолевая силу тяжести. Понятно, что в воде распространяются волны сжатия, созданные ультразвуковыми излучателями. Однако, за волной сжатия, как бы толкающей воду от излучателя во все стороны, согласно закону Паскаля, следует точно такая же по силе волна разряжения, выполняющая ровно противоположное действие. В результате суммарный эффект такого воздействия на первый взгляд должен быть равен нулю. Однако мы видим иное. Как только мы выключим генератор, вода, как и положено под действием силы тяжести, через иглу стечет обратно в ванну. Мне могут сказать, но ведь это уже показывали в некоторых роликах на других каналах. Ваше терпение, уважаемые зрители, будет вознаграждено. Все сказанное выше было необходимым введением, и вот сейчас наступает время для интереса. Давайте-ка перевернем наш излучатель на 180 градусов рабочей поверхностью вниз. Включим генератор ультразвука и с помощью шприца попробуем поместить несколько капель воды на его рабочую поверхность. По всем правилам, капли воды должны будут упасть вниз под действием силы тяжести. Однако нас ожидает сюрприз. На первый взгляд случается чудо. Достаточно большая капля воды, расположенная на обращенной вниз поверхности работающего излучателя, как бы презирая законы тяготения, висит и никак не хочет падать. Выключим излучатель. Мы видим, как капля воды отрывается от поверхности излучателя и падает вниз. Согласитесь, сам этот факт уже необычен. Как может вода, находящаяся на вибрирующей поверхности излучателя, отказываться подчиняться закону тяготения? Итак, мы только что подтвердили, что сила тяготения для нашей водяной капли во время работы излучателя была чем-то временно скомпенсирована. И этот факт однозначно связан с работой ультразвукового генератора. Давайте кратко посмотрим, как устроен рассмотренный выше ультразвуковой излучатель. Его сердцем являются пьезокерамические пластины. Пьезокерамика обладает удивительным свойством менять в небольших пределах свои геометрические размеры в зависимости от приложенного к ее плоскостям электрического потенциала. Пластины располагаются между задней отражающей стальной накладкой и алюминиевым излучающим конусом. Вся конструкция стягивается стальным болтом. В процессе работы рабочая поверхность излучателя вибрирует, то есть совершает периодические колебания с частотой несколько десятков тысяч раз в секунду. Величина, или, как говорят ученые, амплитуда этих колебаний весьма мала, порядка десятых долей миллиметра. Однако этого хватает, чтобы среда, контактирующая с колеблющейся поверхностью, начала периодически менять свою плотность, рождая так называемые продольные волны или волны плотности. И вот такие почти незаметные колебания поверхности при определенных условиях способны создать силу, противостоящую силе тяжести, пусть и для небольших объектов. В сети можно найти большое количество роликов с демонстрацией левитации кусочков пенопласта и даже капель воды. Однако в большинстве случаев излучатели в этих опытах расположены в вертикальной плоскости, то есть вектор распространения ультразвуковых колебаний лежит на одной прямой с вектором гравитации. В результате может показаться,
что именно из-за этого тела могут левитировать, так как излучатель каким-то образом передает им вертикально направленный импульс. Однако это не совсем так. Посмотрите, как выглядит левитация пенопластовых шариков, когда излучатели расположены в горизонтальной плоскости. В данном случае силовые вектора волн звукового давления и гравитации ортогональны, однако опыт по-прежнему демонстрирует компенсацию действия силы тяжести. Давайте же попробуем создать модель механизма возникновения той силы, которая позволяет левитирующим предметам становиться неподвластными всепроникающей силе гравитации. Центральное место в этой модели занимает понятие стоячей волны. В процессе работы от излучателя распространяются зоны сжатия и разрежения воздуха. Однако всмотритесь, частицы среды совершают колебательные движения только в небольших пределах. Для улучшения восприятия положение одной из частиц отмечено красной стрелкой. То есть среда не перемещается. Перемещается лишь состояние среды и ее плотность. В нашем случае излучателей два, хотя в качестве второго может выступать просто отражающая поверхность. Отобразим волну плотности среды графиком плотности в виде синусоида. В нашем случае формируются две волны, распространяющиеся навстречу друг другу. Поскольку частоты обоих волн равны, то в пространстве между излучателями образуются зоны, где действие обоих волн складывается, формируя колебания с двойной амплитудой. И другие зоны, где действие волн компенсируют друг друга, делая суммарную амплитуду колебаний в этих зонах равной нулю. Зоны с максимальной амплитудой колебаний называются пучностями стоячей волны, а зоны с нулевой амплитудой – узлами. Они отмечены на графике желтыми точками. И самое главное, все эти зоны будут оставаться неподвижными относительно излучателей, несмотря на то, что формирующие их волны движутся со скоростью звука. Физики нам говорят, что удержание сторонних объектов происходит именно в области узлов стоячей волны. Давайте попробуем разобраться, как именно это происходит. Для простоты представим одномерную стоячую волну в виде синусоида. Как мы видим, в области пучности с большой частотой происходит колебание плотности среды от разрежения к сжатию и обратно, а в области узлов среда всегда имеет среднюю плотность. Что же будет происходить? А происходить будет перераспределение частиц среды из областей высокого давления в области низкого. В случае воздуха это будет банальный ветер. То есть с частотой несколько десятков тысяч раз в секунду через области узлов будет проходить поток воздуха из области одной пучности, где давление будет в фазе максимума, в область другой, где давление будет минимальным. В следующем цикле зоны пучностей поменяются ролями, и поток изменит свое направление. Получается, что на объект, находящийся в зоне узла, будут дуть как бы сильные и резкие порывы ветра, меняющего свое направление с огромной частотой. Естественно, за счет сил инерции наш объект будет как бы суммировать частые разнонаправленные импульсы и за счет в идеале их полной симметрии будет фиксироваться в точке фокуса всех этих потоков. В результате получаемый объектом от перемещения среды импульс оказывается достаточно велик, чтобы на его фоне сила тяготения, продолжающая действовать на объект, оказалась много меньше по величине. Вот так выглядит графическое представление физических процессов, происходящих при акустической левитации. Сверху и снизу рисунка изображены излучатели звуковых волн, комбинация которых рождает стоячую волну в пространстве между ними. Слева отображен график зависимости давления от расстояния. Разными цветами выделены противоположные фазы стоячей волны. Средний график отображает изменение скорости воздушного потока. Он по понятным причинам сдвинут на 90 градусов относительно графика давления. То есть в точках узлов стоячей волны давления наблюдается максимальная скорость прохождения потока. Стрелками обозначены направления векторов скорости потока в соответствующих фазах. Справа изображен график изменения силы воздушного потока. Она пропорциональна произведению скорости потока на величину перепада давления между областями пучности. В результате сила будет менять свой знак с удвоенной частотой колебаний плотности. Желтым кружочком обозначен левитирующий объект, расположенный в зоне пучности стоячей волны. Фиолетовые прямоугольники обозначают зоны возможной стабильности, находящихся там левитирующих объектов. Выше была показана упрощенная одномерная схема акустической стоячей волны. В объеме
Стоячую волну можно проиллюстрировать вот такой моделью распределения плотности среды в пространстве. Хотелось бы подчеркнуть, что самое главное в приведенном объяснении – это то, что энергия ультразвуковых колебаний никоим образом не передается материалу левитирующего объекта напрямую, тем или иным способом поддерживая его. Согласно науке, стоячая волна энергии не переносит. Силе же тяготения противостоит импульс потока среды, которая как бы сама по себе устремляется со всех сторон, сформированной стоячей волной области разряжения, и походя на своем пути передает импульс левитирующему объекту. То есть не энергия ультразвуковых колебаний, а именно окружающая среда, в данном случае воздух, сама поддерживает наш объект на весу, обеспечивая полную компенсацию действия силы тяжести. Попробуйте почувствовать смысл вышесказанного. Поскольку, уважаемые зрители, вы были весьма терпеливы, выслушивая вышеизложенные объяснения, в качестве приза позвольте показать вам нечто интересное. Дело в том, что, как показывает практика, все модели, построенные на классических представлениях, в реальности оказываются несколько условными. Точнее, они приемлемо работают только в узком диапазоне заранее заданных граничных условий. В результате многочисленных экспериментов по акустической левитации не удалось выяснить, что геометрически зоны взаимодействия стоячих волн представляет собой не линзу, как изображено в выше приведенных моделях, а тороид. То есть в этой области, по-видимому, возникают нелинейные эффекты плотности среды, приводящие к образованию локальных устойчивых вихревых структур. Впрочем, посмотрите сами. Вот изображение мельчайших водяных капель, висящих в области пушности стоячей волны. Как мы видим, расстояние между зонами стабильности, как было изображено на ранее показанном графике, составляет порядка четверти длины волны. Теперь поместим иглу шприца в область узла и, слегка надавив на поршень, сделаем так, чтобы на его конце формировалась капля воды. Давайте теперь посмотрим наиболее выразительные, с моей точки зрения, кадры из достаточно большого количества снятого видеоматериала. Теперь разместим излучатели горизонтально и поднимем кончик иглы так, чтобы падающие капли встречали узел на своем пути вниз. Мы видим, что попадая в узел ультразвуковой стоячей волны, капли приобретают четко выраженную торообразную форму. Это говорит нам о наличии там ярко выраженных вихревых силовых потоков. Размер капли много меньше длины волны ультразвука в воздухе, которая составляет примерно 8,3 мм. Однако этот размер становится сопоставим с длиной волны ультразвука в воде, составляющей порядка 3 мм. Давайте посмотрим еще один материал о том, как меняются формы капли, попавшей в узел стоячей ультразвуковой волны.
Полученные данные говорят нам о том, что процессы, происходящие в зоне узлов стоячих акустических волн, достаточно сложны и требуют дальнейшего изучения. По мере получения новых данных я постараюсь делиться ими с вами. В следующем видео мы постараемся построить установку для визуального наблюдения формы стоячих ультразвуковых волн. Надеюсь, это получится. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые ролики. На этом позвольте откланяться. Благодарю вас за внимание. Встретимся в новых видео. С вами был Фантом.